Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Утро в городском полицейском участке номер 3, что располагался на пересечении улиц Промышленной и Зеленого проспекта, всегда начиналось с определенного ритуала. Запах крепкого, немного пережженного кофе смешивался с едким ароматом канцелярских чернил и въевшейся в стены пыли. Старший лейтенант Алексей Морозов, крепкий мужчина лет 45, с проницательными глазами и легкой сединой в висках, как всегда, сидел за своим столом, углубившись в отчеты. 7 лет службы в этом участке научили его не замечать мелкий фоновый шум, концентрируясь на сути своей работы, на цифрах, фактах, показаниях, которые могли привести к раскрытию очередного дела. Рядом, склонившись над картой города, что висела на стене, капитан Ильин, суровый, но справедливый начальник отдела, что-то тихо обсуждал с молодым, но уже опытным оперуполномоченным Дмитрием Лебедевым. Лебедев, невысокий, но жилистый парень с острым взглядом, был одним из тех, кто всегда докапывался до истины, даже если она была спрятана глубоко под слоем лжи и безразличия. Алексей Морозов, привыкший к самым разным звукам, невольно поднял глаза, и то, что он увидел, заставило его замереть. У входа в зал, робко, но с удивительной целенаправленностью, стоял щенок. Небольшой, размером чуть больше футбольного мяча, с всклокоченной грязной шерстью, которая когда-то, вероятно, была светло-коричневой или рыжей. Худые бока подрагивали, а глаза, огромные и полные невероятной печали, изучали присутствующих. Он был испачкан уличной грязью, мокрый от утренней измороси, и от него исходил легкий запах сырости и беды. Щенок не лаял, не скулил, не метался по помещению в панике, как это часто бывает с бродячими животными, случайно забредшими в людские обители. Он просто сделал несколько неуверенных шагов в сторону Алексея, затем еще несколько, пока не остановился прямо перед его столом. Там, в самом центре полицейского участка, среди строгих лиц, звонков и важных бумаг, он опустился на пол, сел и, к всеобщему изумлению, поднял передние лапки, словно в мольбе. Его взгляд, прикованный к Морозову, был полон отчаяния, но в то же время в нем читалась какая-то удивительная настойчивость, вера в то, что именно эти люди смогут ему помочь. Алексей медленно протянул руку, пытаясь погладить щенка, но тот лишь сильнее прижался к полу, дрожа. Однако он не отстранился, не попытался убежать. Он просто смотрел, не отрывая взгляда, словно передавая какое-то важное, срочное послание. Морозов, человек рассудительный и мало склонный к сентиментальности, вдруг ощутил странное чувство. Это не было просто сострадание к голодному животному. Это было нечто большее, нечто интуитивное. Щенок, несмотря на свою уязвимость, излучал удивительную силу и целеустремленность. Он пришел не просто за едой или теплом. Он словно звал их за собой, словно был вестником какой-то важной, неотложной вести. «Кажется, он что-то хочет нам сказать, Алексей», — тихо проговорил Лебедев, подойдя поближе и присев на корточки рядом со щенком. Тот, почувствовав его движение, вновь поднял лапки, а затем, словно убедившись, что его заметили, тихонько заскулил, повел носом и, повернувшись, сделал шаг к выходу. Остановился, обернулся, снова посмотрел на офицеров, будто спрашивая: «Ну что же вы, идемте?» «Я думаю, он пришел не случайно», — произнес Алексей, поднимаясь. Он подошел к капитану Ильину. «Разрешите проверить. У меня предчувствие». Ильин,
хоть и был человеком практичным, доверял интуиции своих подчиненных, особенно Морозова. Он окинул щенка внимательным взглядом, затем перевел его на Алексея. «Хорошо, Морозов, но только быстро и без глупостей. Лебедев, и ты с ним. Возьмите рацию и будьте на связи, и не забудьте про отчет». Так, под негромкий ропот и заинтересованные взгляды коллег, 3 офицера — Морозов, Лебедев и примкнувший к ним молодой патрульный Сергей Петров, который, кажется, был единственным, кто всегда носил с собой пакетик собачьего корма на всякий случай, вышли из участка, ведомые маленьким грязным щенком. Городское утро встретило их моросящим дождем и пронизывающим ветром. Щенок, словно зная свою миссию, уверенно шагал вперед, лишь изредка оглядываясь, чтобы убедиться, что его спутники не отстают. Путь, выбранный щенком, вел их через мокрые, еще не проснувшиеся улицы, мимо закрытых магазинов и спящих домов. Он не колебался, не терял направления, словно заранее знал, куда идти. В его движениях была удивительная решимость, контрастирующая с его крошечным размером и очевидной слабостью. Алексей Морозов, привыкший к рациональным объяснениям всему, не мог отделаться от мысли, что это существо обладает чем-то большим, чем просто животный инстинкт. Примерно через 15 минут ходьбы щенок свернул с центральной улицы в узкий переулок, а затем в другой, еще более заброшенный, уводящий их в старый квартал, который городские власти уже давно признали аварийным и подлежащим сносу. Это место было словно вырвано из другого времени. Полуразвалившиеся дома с выбитыми окнами, покосившиеся заборы, заросшие бурьяном дворы. Здесь царила тишина, нарушаемая лишь шумом дождя и отдаленными звуками города. От этих домов веяло сыростью, запустением и какой-то древней печалью. Щенок, не замедляя шага, привел их к одному из таких домов, двухэтажному строению из потемневшего кирпича, с обвалившейся крышей и прогнившим деревянным крыльцом. Сквозь зияющие проемы окон были видны лишь темнота и груды мусора. Местные жители, да и сами полицейские, обычно обходили это место стороной, зная, что оно может быть прибежищем для бездомных или, что хуже, для криминальных элементов. «Неужели сюда?» — тихо пробормотал Сергей Петров. Его голос дрогнул от неприятного ощущения, исходящего от этого места. Щенок, словно услышав его слова, остановился у входа, залаял, совсем тоненько, но настойчиво, и вновь посмотрел на офицеров. Его глаза умоляли. Затем он юркнул в темноту проема, исчезнув из виду. «Идем», — решительно сказал Морозов. Он включил фонарик, достал табельное оружие, проверяя его предохранитель. Лебедев последовал его примеру, Петров держал наготове резиновую дубинку. Все трое вошли внутрь, стараясь ступать осторожно, чтобы не наступить на что-нибудь острое или не провалиться сквозь прогнивший пол. Внутри дома царил полумрак, сквозь щели в стенах и обвалившуюся крышу пробивались лишь тусклые лучи дождливого неба. Воздух был тяжелым, насыщенным запахом сырости, гнили и пыли. Груды мусора, битое стекло, сломанная мебель, обломки досок — все это создавало лабиринт из препятствий. Щенка было не видно, но его тихое поскуливание доносилось из глубины дома. «Вон туда», — указал Лебедев, осветив фонариком узкий проход между завалами. Они двинулись вперед, внимательно осматривая каждый уголок. Наконец они вышли в небольшую комнату, когда-то, вероятно, служившую кухней. Здесь было чуть светлее, и то, что они увидели, заставило их сердца сжаться.
Среди гниющих досок, обрывков старой ткани и строительного мусора в самом углу комнаты лежали крошечные, едва различимые в полумраке комочки. Щенки. Истощенные, дрожащие от холода и голода, они были словно тени, призраки жизни. Их шерсть была слипшейся от грязи, глаза закрыты, и они почти не двигались, лишь изредка слабо поскуливая. Рядом с ними, ликующе виляя хвостом, сидел их маленький спаситель, тот самый щенок, что привел их сюда. Он тихонько тыкался носом в своих братьев и сестер, словно пытаясь их разбудить, вселяя в них надежду. Но маленький герой, кажется, еще не закончил свою миссию. Едва убедившись, что его родственники найдены, он вновь залаял, совсем тихо, но очень решительно. Затем, повернувшись, он повел носом в сторону еще одного прохода, ведущего вглубь дома. Его взгляд, полный нового призыва, ясно говорил: «Идемте, там еще кто-то есть». Морозов и Лебедев переглянулись. Что еще могло быть там? Еще щенки? Или они последовали за ним? Этот проход был еще более темным и узким, заваленным обломками. Приходилось буквально пробираться на четвереньках. Наконец они достигли небольшой ниши, практически скрытой под завалами из балок и кирпичей. Фонарь Алексея выхватил из темноты еще одно тело. Это была мать щенков. Крупная собака, которая когда-то, возможно, была статной и сильной, теперь лежала без движения, придавленная обломками. Ее шерсть была грязной и слипшейся, а глаза полузакрыты. Было очевидно, что она измучена, почти без сил. Дыхание было прерывистым и слабым. В этом грязном, полуразрушенном доме, среди смерти и запустения, маленький щенок стал свидетелем последнего вздоха своей матери. И он принес спасение своим братьям и сестрам, выполнив последнюю волю своей матери сохранить их жизни. Офицеры молча стояли несколько секунд, потрясенные увиденным. Чувство долга и профессиональная сдержанность уступили место глубокому состраданию. «Срочно! Выносим щенков!» — решительно произнес Морозов. «И вызывайте ветеринара. И машину. Аккуратно. Очень аккуратно». Обратный путь в участок был совсем другим. Теперь офицеры не просто шли вслед за щенком. Они несли на руках хрупкие, едва живые комочки, укутанные в свои форменные куртки. Сергей Петров бережно держал самого маленького и слабого, оберегая его от холода и ветра. Лебедев нес еще двух, а Алексей Морозов — того самого щенка-проводника, который теперь, кажется, впервые за долгое время позволил себе расслабиться в теплых руках человека. Он тихонько поскуливал, но это уже было не от отчаяния, а скорее от усталости и, возможно, от ощущения безопасности. Когда они вошли в участок, сотрудники уже ждали их. Капитан Ильин, по радиосвязи узнавший о находке, уже отдал распоряжение. Суровые полицейские, которые минуту назад сидели за отчетами или обсуждали оперативные планы, теперь стояли вокруг, их лица были полны беспокойства и готовности помочь.